Привет. Если ты дошел до третьей части, то ты уже молодец. В третьей части мы будем искать исходники, которые будем подгонять под наш предыдущий набросок и уже выстраивать какую-то композицию происходящего. А мы начинаем. Поехали. Сегодня мы будем находить на просторах интернета какие-то референсы и уже пробовать добавлять объекты, создавая общую картину, так как сейчас не совсем понятно, что вообще к чему, как это выглядит, какие-то палочки нарисованные, какие-то несколько пятен, и что же из этого получится. Мне также и самому интересно, так как мы вместе придумываем какую-то интересную композицию. Приступим. Я нашел вот такую поверхность, на которой в дальнейшем у нас будет располагаться автомобиль. Она соответствует темным тонам, какая-то оранжевая часть в виде лавы, магмы и так далее. Так как сейчас не совсем подходит расположение данного объекта для дальнейшем расположения на ней автомобиля, я уменьшаю немного заливку данной фотографии, чтобы можно было видеть линии перспективы. Заходим в редактирование, свободное трансформирование, и либо же нажимаем Ctrl-T. И теперь нам необходимо отредактировать углы данной фотографии по перспективе. Так как здесь у нас должно быть более объемно, так как это находится часть ближе к нам, то соответственно к линии горизонта эта часть у нас должна сужаться и уменьшаться. Начинаем редактировать. Приблизительно мы выстроили по линии горизонта, но у нас картинка получилась очень маленькая такая. Снова нажимаем Ctrl-T. Вместе с зажатым Shift увеличиваем картинку до необходимой линии, которую мы ранее с вами отметили. Выравниваем еще немного. И уже мы видим то, что у нас появилась поверхность для выстраивания дальнейшего объекта. Давайте еще немного подредактируем эту часть, уже без сетки. И мы с вами видим то, что уже какая-то более понятная поверхность, чтобы здесь мог проехать, к примеру, автомобиль или пройти человек. Снова возвращаем наш набросок, добавляем сетку, уменьшаем прозрачность заливки нашей нижней части фона. Я бы хотел добавить объект автомобиля. Я нашел вот такой вот автомобиль. Думаю, он нам идеально подойдет. Уменьшаю размер и приблизительно подгоняю под размер нашего наброска. Но так как он у нас выстроен в левую часть стороны смотрит, то мы его отзеркаливаем. Все отразили по горизонтали. Также бы я хотел его немножко изменить под наш фон. Картина у нас будет достаточно специфичная. Вот оставляем приблизительно так. Уменьшаем, смотрим. Должны у нас колеса находиться ровно по сетке. Ранее мы сетку выставляли для того, чтобы можно было посмотреть, размещен ли у нас объект на этой сетке. Сейчас приблизительно у нас выстроена композиция правильно. Убираю автомобиль и начинаю подчищать заднюю часть от ненужного нам неба. Выбираю инструмент перо, перо с кривизной. И по точкам приблизительно отделяю небо от фона. Можно здесь сделать небрежно, так как в дальнейшем мы будем все это подчищать, и нам достаточно сделать небрежные. Нам достаточно отсечь только нижнюю часть от верхней части. Выбираем правой кнопкой мыши «Выделить область»
радиус растушевки 0 и создаем маску. При создании маски у нас остается только нижняя часть полотна. Переходим к автомобилю и с автомобилем делаем то же самое. Увеличиваем заливку. Переходим в инструмент волшебная палочка, выделение области. При наведении автомобиля вижу то, что здесь еще также берется ненужная нам часть. Пробуем выбрать с помощью выделенного предмета. Все, уже более точно определила. Приближаем к автомобилю. И с помощью быстрого выделения убираем некоторые недочеты. В дальнейшем эту часть можно будет добавить, так что мы сейчас редактируем еще немного некоторые моменты, которые у нас выделились не совсем так, как нам надо. И на текущий момент оставляем так. В дальнейшем все это будет убираться. Все, видим, у нас автомобиль вроде как уже более похож на то, что он у нас стоит на такой вот поверхности после лавы, магмы. Перехожу в свободное трансформирование и немножко уменьшу автомобиль. Немножко подредактируем так, чтобы не казалось, что автомобиль висит в воздухе. На текущий момент оставляем так. Далее возвращаемся к нашим нарисовкам. И нам необходимо до линии горизонта продлить часть вулкана или то, что осталось от вулкана. Я копирую слой с землей, помещаю новый слой под основную часть, переднюю часть фона. С помощью Ctrl-T немножко делаю выше, чтобы чуть-чуть пересечь линию горизонта. С помощью Ctrl отдаляем еще больше заднюю часть фона. Чтобы у нас две фотографии не казались одинаковыми, нажимаем «Отразить по горизонтали». Еще немного подредактирую, как будто эта часть, она немного дальше располагается той, которую мы видим. Необходимо, чтобы у нас эта часть соединялась с вот этой точкой. Поэтому все линии должны вести от правого нижнего края к центру перспективы. Не совсем аккуратный переход здесь идет. Ранее мы не заморачивались с ним. Теперь выбираем верхний слой, переходим на слой маску, выбираем кисть. Кисть у нас должна быть мягкая, круглая. Цвет у нас должен быть черный. И делаем аккуратный переход между двумя этими слоями. Создам группу и добавлю слой с нижней частью фона в один. Все, теперь у нас нижняя часть фона в группе. При необходимости мы можем нажать на группу, нажать редактирование, свободное трансформирование. И уже два этих слоя по необходимости мы можем редактировать. Продолжаем выполнять фон. Добавляю вот такую часть заднего фона с горами. Горы такие в виде вулканической части. Нажимаем Ctrl-T и растягиваем фон. Оставляю вот так вот. Следующим этапом я бы хотел убрать серый фон сзади горы. Выбираю инструмент волшебные кисти, выбираю волшебную палочку. Так как здесь сплошной серый цвет, он выделит только его. На векторной части добавляем маску. Так, у нас не то убралось. Нажимаем Ctrl-Z, чтобы вернуть. Правой кнопкой мыши инверсия выделенной области. Теперь снова выбираем добавление слой маски. Все, у нас теперь горы отобразились без задней части фона. Теперь мы копируем вот эту вот часть с горами. Я бы хотел расположить чуть-чуть дальше еще одну гору, чтобы она немного на отдалении была. Копирую слой, зажимаю мышку, переношу на плюсик, переходим в редактирование, трансформация,
отразить по горизонтали. Вот у нас появилась еще одна часть. Нам необходимо этот слой, который у нас новый появился, поместить за предыдущий добавленный, чтобы она оказалась немножко раньше, позади. Также выбираю серый цвет. Так как мы уже поменяли слой маску, нам достаточно перейти на черный цвет, выбрать кисть, сделать ее побольше, жесткая, круглая. И вот здесь вот мы начинаем все убирать. Выбираем любой инструмент выделения, правой кнопкой мыши и отменить выделение. Горы, которые на заднем фоне, помещаю где-то приблизительно вот так вот. И немного отдаляю. Отдалять мы будем нажатием Ctrl-T и убавлять и уменьшать картинку. Так, ну вот у нас получается две части, они абсолютно одинаковые в этом месте. Я бы хотел убрать вот эту вот часть. Наверное, сейчас так мы и сделаем. Давайте вот это серое уберем, переходим на слой маск и просто закрашиваем черную кисть. Следующее, что я делаю, это перехожу в инструмент перо. Оставляю стандартное перо, чтобы выполнять прямые линии. Где-то вот здесь выделяю точки. Пусть у нас пока что туда вот добавим. По текстуре вверх. И вот так вот выделим. После того, как у нас все точки соединились, нажимаем правой кнопкой мыши. Выделить область, тушевка 0 пикселей, окей. У нас выделилось все, кроме этой части. Снова выбираем любой инструмент выделения и инверсия выделенной области. Выбираем кисть, черный цвет, переходим на маску и просто закрашиваем. Я бы даже, наверное, вот здесь вот так вот сделал. Выделяем область и убираю еще вот эту часть. У нас какая-то маленькая часть осталась. Ее тоже мы выбираем. Ну вот, как-то так пускай будет пока что. Тут я вижу, вырисовывается что-то наподобие прохода. Я думаю, мы так и оставим, но горы хотелось бы немножко все-таки заменить. Сделаю задний фон черным. Все-таки такая темная атмосфера и предположительно сделать что-то вроде позднего времени. Создаю слой ниже всех слоев, чтобы его не было видно за основной частью элементов. Перехожу в инструмент заливка. Выбираю не совсем черный, а немножко... Сейчас давайте вот как-то к синему, как-то вот так вот выберем. Или давайте немножко все-таки к красному, такому темному. И заливаем. Вот у нас получился не совсем черный цвет, а какой-то такой немножко красноватый оттенок дает, чтобы более-менее было видно, что у нас вырисовывается. Чтобы фон полностью не создавать, я добавлю фото взрывающегося вулкана. Выглядит она, давайте повыше поднимем вот так вот, и добавим ее чуть выше черного фона, чтобы у нас осталась только верхняя часть неба. Выбираю инструмент перемещения и немножко вниз опускаю вот это вот небо. Ctrl-T, свободное трансформирование, растягиваем так, чтобы не было никаких других элементов видно. Можно добавить вот эту вот часть, мне вот она нравится, от той фотографии, в виде такого отдаления, как будто там есть какая-то местность. Нажимаем Enter. И мне не нравится то, что в ней очень много зернистости. Переходим в фильтры, размытие по Гауссу. И немножко, наверное, немного где-то на 5, думаю, вот так вот. Размываем задний фон. Заливку слегка уменьшаю. Хотелось бы немножко темнее сделать. Вот где-то вот так оставляем. Но горы магменные здесь достаточно выглядят нереалистично, поэтому поищем еще немного референсов, исходников с вот такими вот текстурными горами. Я бы хотел полностью заменить переднюю часть горы, чтобы она не выглядела именно вот как-то так вот размыто, что ли. Ведь мы ее добавляли просто для того, чтобы у нас какая-то вот часть была
видна. Сейчас я накидываю текстуру с горой, добавляю ее поверх нашего слоя с горой. Мне не нравится предыдущий слой с лавой, он какой-то растянутый, не очень хорошем качестве. Мы его добавляли как основу. Мы на эту основу добавляем вот такую вот часть горы. Зажимаем Alt в месте, где у нас находятся слои. Между новым слоем добавлен и горой предыдущей. Когда у нас появляется между двумя слоями квадратик со стрелочкой, то нажимаем левой кнопкой мыши, и у нас эта гора, то у нас текстура накладывается на гору. Теперь мы ее можем внутри трансформировать, делать так, как нам будет удобно. Мне нравятся вот эти вот камни, поэтому я бы хотел добавить как переход в дальнейшем. Редактируем так, как нам больше будет нравиться. Уменьшаю и оставляю вот приблизительно вот так вот. Теперь я добавляю на этот слой, на вновь добавленный слой маску. Выбираю кисть, выбираю черный цвет. Ставлю непрозрачность приблизительно на 53. И убираю вот эту вот часть добавленной скалы, чтобы у нас был аккуратный переход. И немножко смешалась новая текстура со старой. Восстанавливаем камень. Для того, чтобы восстановить камень, мы выбираем с черного на белый цвет. Также на слой маски начинаем рисовать. Выберу уже жесткую кисть. Убираем лишние части белые, которые у нас здесь остались. И вот это вот свечение. Вот, у нас получилась новая гора с таким вот большим камнем. Немножко уберу теперь здесь лишние части, так как ранее добавлялась не очень аккуратно вырезанная часть этой горы. Убираю все лишние неровности, более гладкую картинку делаю. Но где-то можно оставить, потому что все-таки это лава. Некоторые части в дальнейшем будем еще дополнительно затемнять. Все, с этой частью мы закончили. Теперь нам надо изменить заднюю часть горы. Добавляю еще одну текстуру. Также через Alt поменяю к нижнему слою. Нижний слой, наверное, сделаю немножко побольше. Вот где-то так вот сделаем. Вот такая вот у нас гора будет. Новый добавленный слой. Тоже редактируем. И сохраняем так, как будто у нас здесь вот есть какая-то такая часть, которая вырывается наружу магмы, и здесь такие вот вулканистые темные камни выступают. Немножко хочу подредактировать правую гору. Вот так вот мне больше нравится. Все, с горами пока что мы закончили. Куда-то мы немного далеко ушли от создания деревьев, от эскиза, но мне в принципе нравится то, что получается. Сейчас мы добавляем еще вот сюда, хотел бы трещину добавить. Так, куда у нас слой создался? Ага, вот, один лишний мы убираем. И этот слой поднимаем вверх. Добавляем его под машину. Здесь мне нравится вот эта часть раскола. Даже не буду как-то определенно отделять слои. Сразу же накидываю слой маску и начинаю убирать ненужные детали. Ненужные детали мы убираем кистью по маске, черным цветом, предварительно выбрав мягкую круглую кисть. Теперь выбираем свободное трансформирование, и вот я вижу, вот здесь вот есть момент такой, за него в принципе можно и зацепиться. Редактируем так, как будто у нас по вот этим вот горам стекает. И убираем еще оставшиеся лишние детали. Вот такой вот у нас раскол получился. Удаляем, смотрим. Мне в принципе нравится. Приступаем к завершающему этапу. Осталось, как ранее было предоставлено на референсе. Так, давайте сейчас его
Выставим наш скетч, который мы делаем наброском. Создали новую монтажную область. Скопировал слой предыдущего нашего наброска. Переходим в свободное трансформирование и уменьшаем. Пусть будет где-то вот так вот расположено здесь. Изначально мы планировали объект расположить автомобиля сюда. Далее сюда добавить в эту часть, где у нас переход идет от лавы к земле, деревья. Давайте мы их сейчас добавим. Нашел несколько вот таких старых обугленных деревьев и буду сейчас их располагать приблизительно по области. Сначала приблизительно раскидываем, потом уже будем менять. Выделяю объект посередине, так как мне вот эта часть нужна. Нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V, и у нас появляется новый объект. И располагаю его где-то здесь вот. Слой с тремя частями я пока что скрою. Немножко подредактируем деревья, чтобы они более казались не такими плоскими. Немножко изменяем масштаб, тянем за края и тем самым деформируем объект. Дерево, я считаю, здесь прям идеально встало. Переносим этот объект. Смотрим, где он будет хорошо смотреться. Он где-то там, вот пускай вдалеке будет. Так, пока что мы оставляем. Добавлю еще один пенек. Пенек копирую. Перехожу в свободное трансформирование. И делаю отражение по горизонтали. Отложу его немного далее, чтобы сделать объем отдаления. Уменьшаем этот пенек и располагаем его еще дальше. Вот так вот у нас уже более чувствуется вот эта вот плоскость и отдаление. Думаю, лишнего добавлять не буду. И здесь добавим сейчас тыкву, как изначально хотели. По референсу смотрели. Или же все-таки я ее, наверное, добавлю на машину. Так, тыква у нас должна к чему-то крепиться, поэтому сейчас мы добавим багажник. Нашел такой исходник. От исходника нам нужен только багажник. Выделяем вот эту вот область. И остальное скрываем, нам уже не понадобится. Выбираем инструмент быстрое выделение и выделяем вверх. Пока что вот эту часть отделяем, чтобы у нас контур появился. И аккуратненько остальное сейчас будем также убирать. Чтобы выделить несколько деталей, зажимаем Shift. И в каждом окошке каждый объект будет отдельно выделяться. Это один из способов убрать сразу несколько частей. Тут можно аккуратно все не выделять, потому что в дальнейшем все равно это все будет редактироваться и убираться. Все, пока что оставляем так багажник. Выполняем свободное редактирование и подгоняем его под наш транспорт. Редактируем, чтобы багажник у нас был по крыше автомобиля.
Вот эту часть я бы хотел подвинуть, поэтому сейчас мы выбираем деформацию перспективы. Переходим в редактирование, выбираем трансформирование и идем в раздел деформация. В деформации нам необходимо вот эту часть подвинуть к ребру жесткости. Изгибаем так, чтобы у нас багажник цеплялся за вот это вот ребро. Все, багажник мы выставили. Вот такой вот у нас багажник получился интересный. То же самое сейчас проделаем с вот этой частью машины. Немножко изменю наклон багажнику. Вот такой вот интересный у нас багажник получился. Следующая цель — это расположение тыквы на багажнике. Багажник у нас уже готов. Добавляем тыкву, Ctrl-T, зажимаем Shift и уменьшаем картинку. Добавляем приблизительно на багажник. По слою переносим на слой ниже багажника. И немножко сделаем поворот. И редактируем, будто бы она лежит на нем. Делаем тыкве полоборота. Сейчас мне композиция в принципе нравится. Следующим этапом мы уже будем редактировать каждый объект, так как сейчас они не выглядят абсолютно целостными и вписанными в окружение. Сейчас в ускоренном режиме я обработаю все края каждой картинки. И после обработки наведу порядок в слоях. Уже необходимо будет подписать каждый слой, чтобы в дальнейшем не путаться после того, как мы будем накладывать цвет и выполнять уже цветокоррекцию полностью общей картине.